Туран – таинственный противник Персии. Иран и Туран – страны вечные соперники. Если Персия была просвещенной державой, где царила веротерпимость, а уровень гуманизма был столь высок, что не был достижим в мире вплоть до Ренессанса, то Туран – темная лошадка. И это не красивые слова. Персы во время войны подвозили продовольствие врагу, если тот голодал, считая недостойным себя побеждать голодных. Цари Кир и Ксеркс разрушали древние города во время походов, но потом восстанавливали их, сокрушаясь из-за таких варварских деяний. Зороастризм, первая монотеистическая религия в мире, учила о недеянии зла даже в мыслях и сердце своем, что дало персам невероятные для Азии моральные правила. Мы знаем персов со слов греков, их постоянных врагов, и судим о них со слов солдат и военных, которые редко бывали объективны. А что такое Туран? Это некое обширное царство на север от Ирана, где живут родичи персов, которые когда-то жили вместе, но они отвергли учение Заратуштра и изгнали его в Иран, где он стал основателем своего учения. Туран – страна магов, злобных волшебников, суровых воинов и бесчисленных армий, но при этом страшных и неискоренимых еретиков, с которыми честному персу нельзя даже разговаривать. Буквально, Туран означает «страна туров» или быков, что говорит о населении скотоводческих племен. И действительно, Среднюю Азию тогда населяли скотоводы, говорившие на иранских языках, прямые потомки индоевропейцев Южной Сибири. Впоследствии, они станут массагетами, саками, сарматами, парфянами и эфталитами. Мифы о Туране. Иранский первый царь Феридун поделил мир на 3 части, а так как персы знали немного земель вокруг, то старший сын Сальм получил Китай, средний, Тур, взял Туран, а младшему Ириджу досталась земля ариев, Иран. За спиной отца сыновья поссорились и убили младшего сына, царя Ирана, отчего Феридун проклял их и приказал вырыть огромный ров между Тураном и Ираном. С тех пор, Арьяна Вейджа, арийский простор разделилась на Иран и Туран, и жители активно друг друга ненавидели, всячески творя козни. Иран в священной книге Авесте был место благости, добра, процветания и разума, а Туран – сосредоточие зла, варварства и всяческого греха. Возглавлял Туран мифический царь Афросиаб, который воплотил в себе все негативные черты царя страны врагов, и даже его имя означает коварство. Религия Турана. Вероятнее всего, туранцы сохраняли древнюю индоевропейскую религию, отголоски которой можно обнаружить у скифов. Это сложный анимализм, поклонение священным зверям и богам-духам, которых называли девы, дивы у славян и деви у индийцев. Священные звери, грифоны, львы, орлы, лошади были тотемами племен и жителями видимого мира. Туранцы поклонялись только хищникам, а в сценах терзания ими добычи, видели священный круговорот природы и вещей. Этот сюжет присутствует на украшениях и оружии всех иранских племен, вплоть до Украины. Атрибуты зверей, рога, крылья, когти использовались в Туране и Иране в воинской амуниции. Рогатые и крылатые шлемы были не столько у викингов, сколько у персов и парфян. Боги-девы были невидимы людям, оттого им не строили храмов, но молились воткнутому в землю мечу, для почитания богов войны. У иранцев, после принятия учения Зороастра, бывшие боги-девы стали слугами повелителя зла Аримана, но полностью сохранили свои имена. Так пали прежние звериные боги иранцев, а на их место пришел Ахура Мазда, создатель мира и всего благого в нем. Судьба Турана. Авеста сообщает о 1000 лет противостояния Ирана и Турана, силы которых возглавляют богатырь Рустам и его сын Сухраб и все тот же царь-колдун Афросиаб. Набеги и коварные засады сменяют друг друга, пока наконец Рустам не побеждает окончательно и не убивает Афросиаба, приводя Туран в сон благих иранских земель. Легенды о Рустаме являются поразительными аналогами германских и кельтских героических саг, где есть множество богатырей, драконы и коварные цари. Даже сюжеты во многом схожи, несмотря на то, что индоевропейцы распались 1000 лет назад. Да и в русских былинах Илья Муромец во многих сюжетах повторят подвиги Рустама, особенно с отношениях со своим сыном. В реальности все было с точностью наоборот. Победил Туран. Сначала парфяне, довольно цивилизованные туранцы, чье имя можно перевести как «здоровяки», заняли персидский трон, изгнав из страны дух и принципы эллинизма. Парфяне создали новое сильное царство, при поддержке родичей с севера, сарматов и массагетов. Они отстояли свое царство сначала от Рима, несколько раз разбив его армии, включая армию Марка Краса, победившего Спартака, а затем и от посягательств Китая, который впервые в своей истории решил осторожно расшириться на запад. Но Туран быстро стал Ираном, новые властители приняли культуру и религию и забыли свое кочевое прошлое.
Затем их сменили скифы, вернее саки, которые, вдохновившись успехом родичей, обогнули Парфию и вторглись в Индию, основав там индоскифское царство, где они быстро влились в состав касты кшатриев, приняли буддизм. За ними последовали кушаны, которые поселились неподалеку и завели отношения с Китаем, часто совместно выступая в походах. А последними ушли ифталиты, они же белые гунны, которые основали в горах Афганистана сильное царство, угрожавшее всем соседям и бывшее какими-то родственниками аваров, живших на Алтае. Туран исчез, так как все его племена либо переместились в более благодатные земли, либо были поглощены растущим тюркским каганатом. Народ Уар был последним, кто еще мог называться Тураном, они ушли через земли дружественных эфталитов, спасаясь от мести кровожадных тюрок на запад, став аварским каганатом в Европе. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии.